А вы знали, что 20 человек, которые занимались вскрытием гробницы Тутанхамона, почти сразу после этого погибли? А слышали ли вы про настоящие номера телефонов, которые убивают своих владельцев? В этом видео я расскажу вам о том, какие бывают проклятые предметы, что нужно сделать, чтобы навести на себя порчу, а также чего уж точно не стоит касаться руками. А в конце вы узнаете об автомобиле, который даже после того, как он был разбит, убил еще несколько человек. Приятного просмотра! В самом начале я бы хотел рассказать вам об удивительном артефакте, который нашли в гробнице фараона. Это трубы Тутанхамона, бронзовые и серебряные инструменты, которые обнаружили в 1922 году. И тогда никто не мог подумать, что они будут по-настоящему прокляты. Совпадение или нет? Вот чем сейчас задаются люди, которые нашли этот артефакт. Впервые звук этих труб люди могли услышать по радио. В 1939 году одна британская компания как раз решила включить в эфир удивительную мелодию. Правда, как вы уже могли догадаться, чуть ли не сразу после этого началась Вторая мировая война. Вообще, раньше трубы часто использовались в военных целях. Благодаря ним командование армии передавало солдатам команды на поле боя. А вот играть на таких инструментах в мирное время было нельзя. Это считалось дурной приметой. Так, может быть, конкретно эти духовые прокляли в Древнем Египте, и именно поэтому после их использования началась война? Но судить по одному лишь течению обстоятельств не стоит, благо были и другие примеры. Так, одна из труб прозвучала в 1967 году, незадолго до начала шестидневной войны. А еще инструменты играли в 2011 году. После этого началась египетская революция. И этот факт очень сильно меня пугает. Вдруг и правда все эти мистические предметы прокляты и на самом деле приносят лишь горе. Но я нашел еще более страшный факт о древних гробницах. Дело в том, что то самое место, где был похоронен Тутанхамон, оказывается, было проклято. Как это поняли люди? Дело тут в том, что во вскрытии гробницы участвовало около 20 человек. И все они, странным образом, погибли сразу после окончания работ. Кто-то был убит прямо на улице, некоторые скончались спустя время от непонятных болезней. И даже если это случайное стечение обстоятельств, закрывать на это глаза никак нельзя. Собственно, ученые и исследователи так и поступили. Они просто не тревожат мумию. Лишь небольшие исследования о том, как был похоронен Тутанхамон. И они пришли к выводу, что, скорее всего, древний правитель был проклят, поэтому при захоронении его обрабатывали большим количеством тепла. Но в любом случае удалить порчу у древних египтян не вышло. Ведь вы только представьте, предметы, которые нашли в той самой гробнице, само тело, да и комната, где погребен Тутанхамон, скорее всего, оказались прокляты. Иначе как можно объяснить все эти непонятные смерти рабочих, начало войн из-за обычного музыкального инструмента и другие аномалии? Поистине ужасающее место. А вы бы хотели там побывать? Обязательно напишите об этом в комментариях. Ладно, побывать в гробнице фараона и уж тем более поиграть на музыкальных инструментах оттуда вряд ли удастся всем подряд. Думаю, подобного могут быть удостоены лишь очень богатые и влиятельные люди. Но есть и то, чего стоит бояться буквально всем. Есть в Болгарии одна городская легенда, которая на самом деле вполне себе реальна. И это самый обычный номер телефона, который почему-то оказался проклят. Наверное, все дело в том, что он почти полностью состоит из, внимания, восьмерок. Поговаривают, что несколько лет назад, как только этот номер появился у телефонного оператора, его тут же выкупил один мужчина. А вскоре после этого он умер от рака. Были и другие желающие воспользоваться столь удобным телефонным номером. Еще двое мужчин, как оказалось, владели им, и вскоре после того, как они заполучили зловещую сим-карту, они погибали. Такое стечение обстоятельств привело к тому, что телефонный оператор, который и владел этим номером, просто запретил им пользоваться. Вам не кажется это слегка странным? Но люди до сих пор говорят, что с него могут позвонить. И тому счастливчику, кому придет такой звонок, крупно не повезет. Почему? Да потому что вскоре после этого он умрет. Но это не единственный такой номер телефона.
Дело в том, что во всем мире есть куча таких проклятых цифр. К примеру, если в Японии позвонить по номеру 090 и 8 четверок, то из трубки доносится оглушающий крик. И в течение следующей недели смельчак, который все-таки решился на этот поступок, погибнет от несчастного случая. А в Таиланде таким стал номер, состоящий из 7 девяток. Если по нему позвонить и загадать желание, то оно обязательно исполнится. Правда, тот, кто это сделает, обязательно умрет в течение нескольких дней. Ну и, конечно же, я не могу не сказать о знаменитом номере, состоящем из 3 шестерок. Поговаривают, что если на него позвонить, то можно связаться с дьяволом. Честно говоря, я не хочу проверять этот факт, иначе как я буду выпускать для вас дальнейшие видео, если это окажется правдой? Хотя, вполне возможно, что все это лишь легенда, но кто его знает? Вообще, на Земле очень много красочных мест, которые, очень хотелось бы посетить. И одним из таких мест стала скала Улуру, которая расположилась в Австралии. Ее вид так и манит туристов посетить столь значимое место. Правда, недавно правительство этой страны запретило к ней приближаться. И более того, теперь по ней нельзя прогуляться даже виртуально. Но к чему же такие ограничения? А вот тут я бы хотел остановиться поподробнее. Дело в том, что многие из туристов, которые приезжали поглазеть на это чудо света, откалывали от удивительной скалы небольшие кусочки на память, а после привозили их домой. Тут-то и происходили мистические вещи. Кто-то из туристов вскоре после того, как забрал камешек, серьезно заболевал. Некоторые теряли работу, а кто-то даже становился банкротом. Даже очень богатых людей не обходила эта участь. Один очень состоятельный человек потерял буквально все после того, как забрал небольшой камешек со скалы Улуру. И самое странное то, что если вернуть, казалось бы, обычный камень обратно, то все эти ужасы сходят на нет. Из-за этого в страну постепенно начали возвращаться все украденные части скалы. Кто-то привозил их лично, а кто-то просто отсылал по почте. На самом деле, мне кажется, что эта история крайне правдивая. Ведь скала Улуру у местных считалась священной. На нее восходили, чтобы поклоняться богам. И, видимо, именно они и проклинали людей, которые решались украсть частичку той самой священной скалы. А еще именно аборигены попросили правительство Австралии запретить виртуальные прогулки в Гугле. И надо отдать должное, их просьбы были услышаны. Так что остается лишь любоваться скалой со стороны, как бы это ни было грустно. Кстати, вы наверняка видели одну очень известную картину. Это произведение искусства Эдварда Мунка, которое носит название «Крик», все время называют крайне странной. Вокруг нее ходит очень много разных конспирологических теорий. Кто-то утверждает, что на ней изображены инопланетяне, кто-то думает, что она приносит несчастье. Но самая популярная теория заключается в том, что картина проклята. Об этом уже достаточно давно говорят по всему миру. И вот что я нашел. Известно достаточно много случаев, когда те, кто хоть как-то прикасался к картине, были прокляты. К примеру, один из работников музея случайно уронил ее. После этого у него появилась мигрень. Да такая, что она сводила его с ума. Вы только представьте, у мужчины каждый день болела голова. Притом настолько сильно, что он сравнивал эту боль, будто голову изнутри распирает огромным воздушным шаром. Из-за этого бедолага вскоре покончил с собой. Был еще один случай. Другой работник также уронил картину, когда ее перевешивали с места на место. И вскоре после этого он попал в страшную автомобильную катастрофу. Но меня поражает то, что есть смельчаки, которые сами хотят испытать силу проклятых предметов на себе. Один посетитель музея, видимо, не веря в порчу, просто дотронулся пальцем до картины. И вскоре после этого он сгорел заживо в своем собственном доме. Всего Эдвард Мунк нарисовал 4 таких копии. Все они немногим отличаются друг от друга. И поговаривают, все они прокляты. Но я нашел информацию о том, что лишь одна из них, та, что выполнена масляными красками, реально наводит порчу. Так что мой вам совет – не стоит трогать всякие старинные предметы в музеях.
Может быть, они и не будут прокляты, зато какая-нибудь бабушка, которая охраняет все эти произведения искусства, вполне может оторвать вам что-нибудь за проступок. А дальше я бы хотел рассказать вам одну длинную и очень интересную историю. Был, значит, один американский актер и автогонщик, которого звали Джеймс Дин. И он был известен как не самый добрый человек. Джеймс имел весьма скверный характер. За это его вполне часто называли ублюдком. Дин сам понимал, что характер у него реально не очень, и поэтому он решил отразить всю свою душу в новенькой машине. Ей стал маленький спортивный Порше. Естественно, знаменитость решила украсить его, чтобы на дороге все знали, кто за рулем. Поэтому на крыльях тачки были красные полосы, своеобразные задние фонари и надпись «Маленький ублюдок». Так он высмеивал всех, кто его обзывал. Ах, да, еще номер 130, под которым актер выступал на гонках. Так вот, сама история. После покупки автомобиля Джеймс Дин встретился с другим актером Алексом Гиннесом. Это произошло 23 сентября 1955 года. Тогда они разговаривали как раз об этой машине. И Алекс сказал, что эта машина когда-нибудь убьет Джеймса. Собственно, так и произошло. Всего спустя неделю, 30 сентября, Джеймс Дин погиб в автокатастрофе. А его последняя фотография была сделана на одной из заправок всего за полчаса до смерти. К слову, вместе с Дином в машине находился и его механик. Он, к счастью, выжил, правда, серьезно пострадал. У него была сломана челюсть, а также сильно повреждено бедро. Вы можете возразить, да с кем этого не бывает. Если владелец погиб в аварии, то это не авто проклят, а сам водитель неумеха. Но вы будете неправы. Почему? Да потому что это еще не конец истории. После аварии машина Дина представляла из себя груду искореженного металла. От нее мало что осталось целого. Но те запчасти, которые все-таки не пострадали, были отправлены на автомобильную разборку. Если вы не знаете, что это, то это такие места, где из старых или поврежденных автомобилей достают все самое ценное, а после по запчастям продают всем желающим. Так вот, некоторые детали от тачки погибшего актера выкупил еще один любитель автогонок, которого звали Уильям Эшерих. Он использовал двигатель от Porsche, который вставил в свой спорткар. А еще он подарил часть рулевого механизма и подвески своему приятелю, который также был гонщиком. Звали его Трою МакГенри. И это было фатальной ошибкой в их карьере. Дело в том, что они оба участвовали на модернизированных машинах в гонке в 1956 году. И оба они попали в аварию. К счастью, Эшерих, который вставил к себе в тачку движок от машины Дина, смог уцелеть. А вот его друг, к сожалению, погиб. Как оказалось, у него отказало рулевое управление, и он врезался в дерево. Но и на этом история не заканчивается. Еще один парень, известный дизайнер Джордж Баррис, решил спроектировать автомобили для голливудских фильмов. No, God, please, no! 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 А запчасти он решил взять как раз с тачки Джеймса Дина. Его намерения были вполне благие. Он просто хотел создать что-то красивое для современного кино. Но даже тут мистические силы взяли вверх. Джордж Баррис заказал перевозку автомобиля в свое ателье, чтобы самостоятельно разобраться, что к чему. И во время перевозки водитель грузовика, видимо, решил проверить состояние груза. В тот момент, когда он подошел к машине, тачка просто съехала на него и задавила насмерть. Как оказалось позже, она не была закреплена. Хотя все те, кто был ответственен за транспортировку, утверждали, что ее плотно закрепили при помощи тросов. Почему их не оказалось в момент происшествия, никто не знает. Джордж Баррис все-таки смог доставить авто в свое ателье. Он также смог вполне неплохо восстановить его, так что знаменитый Porsche Джеймса Дина был снова в строю. Джордж планировал его использовать для фильмов и выставок. Правда, как он утверждал, тачку до самого конца преследовала какая-то неудача. На одной из выставок автомобиль Дина упал со стенда. И это опять же при том факте, что ее закрепляли. К счастью, тогда никто не пострадал. Oh my God! Потому что в момент происшествия все стояли достаточно далеко. А еще тачка сама по себе однажды развалилась на 11 частей. Да и хранить ее оказалось небезопасно, ведь она по непонятным причинам самовоспламенилась в гараже, где стояла несколько дней.
Я не знаю, как вас, но лично меня шокирует эта информация, как и многих других поклонников Джеймса Дина. Фанаты до сих пор приносят цветы, игрушки и письма на перекресток, где произошла роковая авария актера. И все они твердят, что машина реально была проклята. Поговаривают, всего этого не было бы, если бы Джеймс Дин не решил написать на ней ту самую фразу. Именно она, как утверждают фанаты, передала тачке скверный характер хозяина. Вот машина и вела себя соответственно своему новому имени. А как вы думаете, все эти совпадения случайные или же нет? В этом видео я рассказал вам о знаменитых проклятых предметах, которые были обнаружены людьми. А какой из них больше всего напугал именно вас? Делитесь своими мыслями в комментариях, а также ставьте лайки этому видео, если хотите продолжение. И спасибо вам за просмотр. До встречи в следующих выпусках. Пока!